А вы когда-нибудь встречали Дракулу? Мне пока не приходилось. Но сегодняшняя история как раз про это. Напоминаю вам, что я рассказываю истории от первого лица, но сегодня эта история исключение. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «Шепот Дракулы», про не очень счастливого Артема. Давайте начинать. Говорят, что в старом заброшенном особняке на окраине деревни никто не задерживается дольше заката. Жители уверяют, там до сих пор обитает что-то извне. То, что питается человеческой жизнью. Однажды туда решил зайти парень по имени Артем. Он увлекался легендами и хотел доказать друзьям, что все эти истории – лишь сказки. В руках у него был фонарик и диктофон. Спасибо. Кто мне пожелал, будь здоров. Сначала внутри было тихо. Запах сырости, старые картины, пыльные зеркала. Но чем глубже он заходил, тем сильнее чувствовал на себе чьё-то пристальное внимание. Казалось, что за каждым углом его ждут глаза. В длинном коридоре он заметил дверь, покрытую глубокими царапинами. На ней висела ржавая цепь, но замок был сорван, будто изнутри кто-то вырвался. Артем толкнул дверь. Комната была темной, кроме одного старого гроба в центре. Крышка приоткрыта. В этот момент диктофон вдруг зашипел и записал низкий шепот. Ты пришел сам. Фонарик мигнул, и Артем успел увидеть внутри бледное лицо, тонкие губы и клыки, блеснувшие в темноте. Он отпрянул, но было уже поздно. За его спиной раздался тихий вздох. В зеркале мелькнула высокая фигура в черном плаще. Глаза алые, будто светящиеся изнутри. Я ждал столетия, Прошептал вампир. и ты разбудил меня. В тот момент фонарик погас. Как вовремя, да? Запись оборвалась на хриплом крике, и больше Артема никто не видел. Через несколько дней друзья нашли его диктофон у порога особняка. Но когда они включили его дома, то услышали не только шаги и дыхание. В конце записи, уже после крика, звучал отчетливый голос. Следующий ты. Если не поставишь лайк и не подпишешься на канал. Но на самом деле это правда так. Когда вы подписываетесь на мой канал, вы освобождаете себя от участи таких историй. Так что давай побыстрее подписывайся на мой канал, нажимай на лайк и на колокольчик. А то вдруг еще что. Да и чтобы не пропускать мои новые классные истории. Спасибо за просмотр. Всем сладких снов.